Здравствуйте, уважаемые телезрители! На вашем общественном телеканале программа «Форум». И сегодня мы анонсируем удивительное событие – долгожданный приезд Перукуа и Прафула, удивительной, всемирно известной австралийской певицы Перукуа и всемирно известного музыканта Прафула. Наконец-то они приехали в наш город и в ближайшие несколько дней удивят нас уникальной серией событий, которые ожидают жителей нашего города. Доброе утро. Good morning. Доброе утро, Анастасия. Good to meet you. Перука, скажи, пожалуйста, какая серия событий ожидает наших горожан в ближайшие дни? С чем вы приехали в наш город? Чем порадуете? Please tell the itinerary of the events that is coming to St. Petersburg. Yeah, we have a concert coming up on Saturday evening. У нас концерт в субботу вечером в парке Пулковская в 19:00. In St. Petersburg, and Sunday I have a sacred feminine workshop И for в women. воскресенье у меня воркшоп называется «Сокровенная женственность». And Он then пройдет on там же, Wednesday это на целый день. I have also an introductory workshop for women. И в среду у меня вводный семинар, он тоже такой называется «Введение в сокровенную женственность». Это вечерний семинар в парке Пулковская в среду вечером. So it's also going into chant and into voice and the sacred feminine. Это исследование чанта, исследование своего голоса, исследование сокровенной женственности в каждой женщине. Если говорить про концерт, который буквально завтра уже, я знаю огромное количество людей, которые уже купили билеты, и, кстати, кто-то еще, кто может купить эти билеты сегодня, что ожидать на концерте? So the question is, the concert is tomorrow. Lots of people already bought the tickets, and there are several tickets on sale still, and the people could buy it today. So what's wait for them there? So what they're gonna encounter? The concerts, many people say, I can only speak from other people's experience because you can never speak about yourself so easily. Я могу говорить только за опыт других людей. Очень сложно говорить за себя, потому что я стою на сцене. Я могу говорить за то, что мне говорили люди после концерта. But many people have an experience from the music that is quite unique in that it takes them into a very deep place inside, a very meditative place, and a place where they can experience their own heart and their own relationship to love, to the earth, to their own relationships in their life. So the music touches something on a very deep cellular level in their body and really opens up the whole heart, the feelings through the music. It's very sensual music. Я могу говорить только за других людей, и большинство из них испытывают совершенно уникальные переживания, которые связаны с тем, что такая музыка погружает человека вглубь себя, он начинает чувствовать свое сердце, он начинает чувствовать свою душу. Что-то происходит на клеточном уровне, и тело раскрывается, оно открывается любви и искренним взаимоотношениям, которые происходят между людьми. Эта музыка открывает людей и соединяет их. То есть это очень чувственные переживания, очень глубокие переживания. То есть очень красивый концерт. And there's a great fire between my musical partner and I. So we tend to take each other to very ecstatic places when he's winding with the flute and the saxophone and the voice. We love to improvise together and really let the music just fly, you know. Это словно искра, словно огонь танцует между мной и моим музыкальным партнером Прафулом, который тоже будет в этой студии. Он как будто огонь танцует между нами, то есть он играет на саксофоне или на флейте, я пою, и энергия движется от него ко мне, от него, создавая такое движение, такой маленький тайфун, из энергии. Очень красивое состояние. Правда ли говорят, что ваша музыка, она лечит? Is it truth, my love, that your music actually heals? Well, I don't want to make any claims. Она говорит, я точно не хочу делать никаких таких утверждений, что я лекарь. But we've certainly had many people going through so much in the concert. Sometimes they're crying when they're coming out, and they say they've been through, it's like they've been through a healing, sometimes people say, when they come out of the concert. Люди проходят достаточно глубокие опыты, глубокие переживания во время концертов, это правда. Часто они плачут, часто с ними происходят какие-то эмоциональные сдвиги, какие-то глубокие вещи в них раскрываются. Поэтому многие говорят, да, что для них это очень целебное состояние и очень целительный процесс, который происходит на концертах. Но я не делаю никаких утверждений.
Ну, это был провокационный вопрос с своей So стороны. that was a provocative question. Yeah. Very Sure. provocative. Говорит, очень провокационный. Ну и в то же время, если об этом говорят, то ну, невозможно было не спросить об этом, She says конечно. there's like many people talks about it, so it's obvious question. Вот если говорить про вот это действительно состояние, которое вы создаете, про эту атмосферу концерта, ну такой для наших телезрителей, да, кто может быть впервые придет на ваш концерт завтра, вот вопрос, а откуда это состояние, оно берется, как вам удается его создавать? So the question is like, yeah. I don't know what the question was, but it was great. Она говорит, я не знаю, какой был вопрос, но он точно хороший. Как бы for the people who comes to the concert, the biggest question is, yeah, this is a magnificent state there. This is a really pure state, but where it comes from, how it comes to, how you are managing to create it in this very space of the concert hall, this beautiful space. Yeah, for me, I really experience the music arising through my body, and I feel my body very rooted in the earth. And this is really where the depth of my singing came from, was actually singing out in nature. And for me, I suppose I learned how to actually keep my feet completely rooted in the earth and be wherever I am. I could be in the middle of a city, a train station, you know, on stage, and still allow that, you know, that magnificent feeling you get when you're standing by a river or a waterfall. This energy, it comes through, and I just allow that just to pour through me. And I think Pрафулом does the same thing when he is playing his flute as well. So the body is very much like a channel in a way for this. Мое тело, оно как бы, мои ступни, они плотно стоят на земле, и я чувствую, как будто вот я заземлена и соединена с землей. И я разрешаю своему телу петь, вот энергия, она поднимается и поет через меня. И я превращаюсь словно в некий канал. Знаете, вот есть такое состояние, когда, допустим, вы стоите рядом с водопадом или вот у реки, и вот вы чувствуете, как что-то происходит в вашем теле. Вот я как-то научилась в себе поддерживать это состояние все время, будь я на вокзале или в городе, или вот в телевизионной студии. Я все время позволяю вот этой энергии Земли питать меня, а на концерте я даю ей течь так, чтобы она прям распространялась во весь зал. И я уверена, что мой музыкальный партнер Прафулом, вот он делает то же самое. То есть мы вот направляем энергию любви, направляем энергию Земли в зал и создаем вот это пространство, которое очень такое уютное, теплое и наполненное любовью. Ну, мы обязательно у Прафулома через несколько минут спросим его секреты We will музыкального ask искусства. Pрафулом. Yeah, you have to ask him. I'm Он interested говорит, to hear определенно his вы должны answer. его спросить, потому что я тоже хочу узнать, что же он-то Он ответит. буквально через несколько минут также появится у нас в студии, в эфире. Ну а пока, конечно же, пользуясь случаем, вопрос к тебе. Говорят, вот действительно, что голос твой, его очень часто сравнивают с голосом матери Земли. Вот ты сама как относишься? Потому что очень много вокруг вот тебя, вот таких вот неких лейблов, которые есть. Вот ты согласна с тем, что действительно это голос матери Земли? Или вот как ты свой сама собственный голос воспринимаешь? So there are lots of labels around you, and some people consider you have a voice of Mother Earth. They name it like this, you like a voice of Mother Earth. So how you perceive this kind of, you know, relations to your voice? How do you perceive all this labeling, who you are, how people perceive you? How do you relate to this voice of Mother Earth, for example, branding? Yeah, for me, the labels are not so important. For me, this is my communion. You know, when I'm singing and loving and living, and this is my communion with creation. And for me, it's a very consistent thing wherever I am. So for me, it doesn't really matter how people label it. Maybe they've labeled that way because they have the experience of that. But labels are not so important for me. Она говорит, ну, в общем-то, все эти названия, они не так важны для меня. Для меня более важно, чтобы вот постоянно жить с этим, чтобы ощущать, вот, как творение создается вокруг нас и создается нами, и вот эту связь с землей, и где бы это ни было, чтобы это происходило на постоянной основе. Вот. Люди так могут называть меня, потому что они испытывают вот то, как я пою, с такими, у них такой ассоциативный ряд, такие вот ассоциации возникают. Но для меня, в принципе, названия не так важны, как, собственно, сам процесс.
Многие люди вот сейчас, в 21 век, да, находясь в постоянной гонке, хотят прийти вот к этому состоянию, ну, которое просто от тебя веет, вот это состояние спокойствия, гармонии. Вот, а как, может быть, для наших телезрителей такой некий совет, который ты могла бы дать, как соединиться вот с этим состоянием потока? So it's like 21st century, it's a rat race time, you know, people are really running and they also have this deep longing for this a very tranquil state, like a very deep and meditative state. So do you have any advice for the TV viewers, like some quick advice how they maybe find the way to get this balance in them? For me, the way in is always through the body. And so very, very immediately is just to bring the attention down into your belly and take a breath. Для меня, в общем, всегда этот вопрос, это прямой вопрос, он связан с телом. То есть это не какой-то абстрактный вопрос, концепция, это вопрос, связанный с телом. И поэтому, если вы просто позволите себе вот положить сюда руку и почувствовать свой живот, да, и вдохнуть поглубже, не просто вот, а вот сделать глубокий вдох вниз живота и почувствовать, как у вас там. Вы сразу почувствуете, что ваше тело как-то оживает и заземляется. Никаких таких волшебных секретов первого не будет. So that just helps you to when you take a breath right down into the lower belly, just helps you immediately to become more present to where you are. Но вот в этом-то и заключается, собственно, большой секрет. Как только вы вот положите сюда руку и вдохнете вниз живота, и сделаете медленный вдох, медленный выдох, вы сразу почувствуете, как пространство вокруг вас меняется, как реально вы становитесь более в моменте. Я не знаю, как наши телезрители, но я здесь уже просто в состоянии нирваны практически пребываю. Поверьте, это точно так вот. Что-то начинает происходить, когда мы начинаем дышать, прямо у нас здесь сейчас в студии. It's like something like I feel like nearly like in nirvana, like something happens in the studio. Конечно же, еще очень хочется спросить, как вы нашли друг друга с Прафулом? Вот немножечко о вашем дуэте. So she asks about the duo, how you and Paful meet each other. So how did it happen that you two meet each other? It's a very funny story how we met. Это очень смешная история. And we actually met through his beloved. Мы встретились через его возлюбленную. She brought us together in a festival. She was organizing a festival. Она организовала фестиваль, и вот она как бы убедила нас встретиться. And she had seen me sing, and she had come and sung with me with many women in a chant Она workshop. пела со мной на вот воркшопе, на семинаре для женщин, вот таком же, какой будет в Санкт-Петербурге. And she knew that we fitted together. И она знала, что мы точно подойдем друг к другу вот музыкально на She сцене. loved her man, and she knew Потому his что music, она and she любила seen своего me. мужчину, и она любила его музыку, и она любила меня. So she invited me. I was in Australia. She invited me to Amsterdam. И она пригласила меня из Австралии в Амстердам. And said, please come and sing in our festival. Пожалуйста, приезжай и спой у нас на But фестивале. we didn't meet really until we were on stage having a jam. И мы встретились сразу на сцене. Мы до этого, в общем-то, и не встречались. Yeah, and Pрафул says that I was very pushy with him. Она говорит, ты меня это там прям вот так вот подталкивала, ты командовала мной. I apparently told him what instrument to play А because я he сразу has many поднялась на сцену и flutes. сразу сказала, вот на этой флейте ты будешь играть, на этой не будешь, значит. And he has these more Western flutes. И у него были более the западные classical, флейты, silver flute. классические And then серебряные he has флейты. the Indian bansuri flute. And these flutes play mystical notes, all the notes in between the notes. И у него была еще такая индийская флейта, бансури, которая играет такие очень удивительные мистические мелодии, как ноты между нот. So first he took the Western flute. I И said, no, сначала no, он no, начал no. играть на Then- западной флейте, и сказал, Then he took a не, little flute, a little. маленькую But флейту. I said, no, 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 the big flute. Давай, Прафул, дай-ка нам большую флейту, друг мой. So we had a very magical moment together, and I think this fire happened immediately when we started to play И together. как только мы начали играть, вот какая-то мистика начала происходить, просто Like как огонь зажегся между Shiva нами. Shakti, like Как Шива Шакти, вот this знаете, говорят в индийской power мифологии. between the masculine and feminine. Такая вот just мощь, like this. такая энергия между мужским и женским началом просто вспыхнула на сцене, и с тех пор мы часто выступаем вместе. И уже с 2008 года, правильно я понимаю, этот дуэт, он уже имеет Since место быть? 2008? Yeah, I think so. Она говорит, да, скорее всего, с конца 2008. И уже порядка 3 лет вот вы действительно так очень красиво соединяетесь друг с It's другом. about 3 years you co-create. Yes.
Ну, давайте сейчас, дорогие телезрители, посмотрим фрагмент как раз-таки выступления Перукуа и Прафула на экране, чтобы вы тоже воочию могли убедиться, как же это выглядит на самом деле. Ну что ж, уважаемые телезрители,